Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО. На связи комьюнити-менеджер Эксбо Татоя Тата. Я бы очень хотел для этого видоса заснять для вас какую-нибудь смешняву на заснеженных улицах Питера. Там поваляться в снегу, покидать снежки в Зиво, ну что-нибудь такое. Но питерский климат внес свои коррективы. Вечер перед релизом патча. И вот, снега нет, видите? Нет снега буквально. Ни одного хотя бы маленького какого-нибудь грязного, вонючего сугробчика. Ничего вообще. Каменные джунгли, мать их. Обычно, знаете, коммунальщикам пишут, типа, жалуются, если снег не убирают там возле дома. А куда писать, чтобы снег, наоборот, добавили? Деду Морозу разве что. Ну, мне уже 27 годиков, я в такие сказки не верю. И вот я уверен, он точно пойдет. Заметет все улицы. Какое-то время ходить будет просто вот невозможно. Но не сейчас. Не сейчас, братан. Завтра. По-любому завтра. По моему везению можно прогнозы погоды составлять. Слава Зиву, что в отличие от Питера, нашу любимую кубическую ЧЗО занесет снегом уже сегодня. И зима в этот раз стала еще краше. Было добавлено больше всяких красивых визуальных эффектов в сравнении с прошлой. Например, эффект снежного ветра. Похожая фишка была и в предыдущем сезоне в виде осеннего листопада. Обновили текстуры самого снега, деревья, усыпанные снегом, стали ярче, так же как и зимние ночи. ПНВ предусмотрительно адаптировали под новую яркость. Обновленная зона успешно навевает приятный морозный вайб. Начало зимнего сезона порадует нас обновленным сезонным пропуском с такими ключевыми наградами, как пистолет Cobra 2 Ton, пулемет М249 САВ, костюм Экспедиция, жетоны особого кейса, скин Морозостойкий, брелок Кровь на снегу, талоны второго акта, контейнер Снежная тропа, брелок Норд и промерзший карабин, а также набор кастомизации Зона ниже нуля. Наградой за 500 уровень в этот раз стала экзоброня Куница с вот такими характеристиками. И как обычно, еще куча разнообразных полезных штук вроде запасок, скидок для бартера, сезонных ящиков и так далее. Новый сезонный ящик, кстати говоря, называется Промерзший Хабар. В нем можно найти части такого снаряжения, как экзоброня Гектор, дробовика А12 и экзоброня Антарес. Однако, теперь при крафте снаряжения за чертежи сезонных ящиков вам потребуются бартерные ресурсы и рубли. Ранее игроки могли получить мастерское снаряжение слишком рано в своей прогрессии, из-за чего они могли быть распределены на сервера с более высоким уровнем распределения. Там они встречали мужиков в СБА танках, ну и заканчивались эти встречи ожидаемо трагично. Теперь, прежде чем собрать снаряжение из чертежей, нужно будет собрать необходимые бартерные ресурсы севера, то есть пройти соответствующий этап прогрессии. Раз уж заговорили о ящиках, то стоит сказать, что наполнение особого кейса также было обновлено. Среди новых наград комбинезон Ганимед и контейнер Краб 6. Во внутриигровой магазин были добавлены новые облики сезона. Касатка на Мул и Туз, промерзшая сталь на Крис Вектор, точка нуля для Glock 18X и зубец на тактическую катану. Также по традиции к началу сезона был добавлен стартовый набор Зона ниже нуля с 10 уровнями сезонного пропуска, премиумом на 7 дней и 2 уникальными красками на броню и оружие Кровь на льду. Надеюсь, что вы подписаны на наши соцсети, ссылочка на них, кстати, есть в описании. Ведь прошедшую неделю мы трубили как только могли об изменениях стоимости фрагментов данных. Собственно, момент настал. Фрагменты и блоки данных стали существенной долей в доходах игроков, из-за чего первоначальная концепция и цель данных ресурсов была нарушена. В связи с этим разработчики приняли решение уменьшить стоимость продажи в рублях данных ресурсов и перераспределить доходы в ежедневные и еженедельные задания, а также в контракты с доставками. Одновременно с этим изменением разработчики повысили количество наград с ресурсами для продажи с активностей, где выпадают фрагменты и блоки данных. В среднем награда ресурсами для продажи из них увеличена на 33%. Кстати, про контракты с доставками. Теперь у каждого игрока в группировке будут доставки в одни и те же точки, что позволит игрокам кооперироваться для совместного выполнения контрактов. Сами контракты на доставку стали сложнее, но и награда за них теперь повкуснее. Вот скриншотик с примером новых точек доставки для группировки Завет. Не так давно у нас на канале был шортс, как я искал сигналы во время игры в Stalker Strike и никак не мог их найти. Кто же знал, что этот
маленький видосик станет пророческим на ближайшие недели-две, если не больше. Теперь при поиске сигналов вы можете столкнуться с новой механикой — сигнальные данжи. Это такое небольшое испытание с разными уровнями сложности, пройдя которые вы получите награду. Примечательно то, что в ней используются локации и события, которые уже присутствуют в игре. Например, вы можете снова встретиться с хозяином зоны или близнецами. Чтобы попасть на сигнальную локацию, необходимо найти сигнал, который приведет к специальному пузырю. Как только игрок входит внутрь, его телепортируют на случайную сигнальную локацию. Помимо стандартной награды за сигнал, в красных и желтых данжах игроку может выпасть часть чертежа для двух новых видов оружий — пулемета ДСА РПД и дробовика АЕК-965. Если вы провалите испытание, проще говоря, сфидите, зареспавнит вас на последней сейф-зоне, так что поаккуратнее в этих данжах. В рамках исправлений нового бара были добавлены дополнительные переходы с улицы в жилку и обратно, а также зона с хромакеем. Команда операций продолжает работу над режимом, и для этого патча они подготовили несколько изменений. Исправлено неверное описание навыка Берсерк. Обновлены визуальные эффекты на боссе Шторм. Исправлена ошибка, при которой в статистику точности учитывалась стрельба перед первым входом в лифт. Добавлена иконка усиления во время использования штурмовиком способности Обман Смерти. Добавлена иконка способности Батарейка у босса Шторм. Добавлено обозначение Оглушение у босса Шторм. Исправлена некорректная работа модулей Термос и Завершитель при стрельбе по тренировочным мишеням. Исправлены ошибки с отображением ослаблений и прогресса захвата точек в операциях. Прочие изменения и правки. Мотив искусства Арсенала теперь доступен на всем оружии Арсенала по умолчанию, кроме руны Арсенала. Доступен по умолчанию — это значит, что его можно надеть и снять, как, например, сложенный приклад. У гранатометов больше не отображаются характеристики, зависящие от гранат, но отдельным блоком теперь отображаются характеристики заряженной гранаты. Обновлено отображение заряженных патронов и гранатометных гранат в худе. Теперь там указывается тип для базовых вариантов и сокращенное название для особых. Обновлен экран выбора персонажа и музыка в нем. Обновлены модели рукояток Magpul RVG и FX5KB Fab Defense. Но у меня для вас все. Пойду попробую найти хотя бы один сигнал в условиях бешеной конкуренции. Всем пока.